Это краткий пересказ фильма «Не беспокойся, дорогая». Поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на мой канал. Погнали! Элис и Джейс Чемберс – молодая счастливая пара 1950-х годов, живущая в идиллическом районе корпоративного городка Победа, штат Калифорния, который был создан и оплачен одноименной таинственной компанией, на которой работает Джек. Каждый день мужчины отправляются на работу в штаб-квартиру компании Виктори, расположенной в пустыне, а их жены – Элис, подруга Банни и беременная Пек, остаются дома, чтобы убраться, отдохнуть и приготовить ужин для своих мужей. Женщинам не разрешают задавать вопросы о работе мужа и запрещают выходить в штаб-квартиру из-за опасных материалов в кавычках, с которыми работает компания. Маргарет стала изгоем посреди других жен после того, как забрала своего сына в пустыню, что привело к очевидной смерти сына. Но Маргарет утверждает, что Победа забрала у нее сына в наказание, но остальные отвергают эти утверждения как паранойю, вызванную травмой. Во время посещения вечеринки, устроенной Фрэнком, загадочным основателем и лидером компании, Элис видит, как муж Маргарет пытается дать ей лекарство. Позже, когда Элис и Джек тайно занимаются любовью в спальне Фрэнка, Элис понимает, что Фрэнк наблюдает за ними, но ничего не говорит. Однажды утром, проезжая на троллейбусе через весь город, Элис становится свидетелем крушения красного биплана где-то в пустыне. Она высаживается из самолета и бросается в пустыню на помощь, случайно наткнувшись на штаб Победы, небольшое здание с зеркальными окнами. Прикоснувшись к одному из окон, она переживает теоретические галлюцинации, а затем просыпается дома и обнаруживает, что Джек готовит ей ужин. В последующие дни Элис начинает происходить все более странные события. Она едва не оказывается раздавленной между окном и движущейся стеной, а коробка с яйцами оказывается заполненной лишь полой скорлупой. После ей звонит Маргарет, которая утверждает, что видела то же самое, что и Элиса. Позже, во время урока танцев, который читала жена Фрэнка Шелли, Элис видит видение, как Маргарет силой бьется головой о зеркало. Она спешит вернуться в их район как раз вовремя, чтобы увидеть, как Маргарет перерезает горло и падает с крыши своего дома. После Элис утаскивают странные люди в красных комбинезонах, прежде чем она успевает добраться до тела Маргарет. Позже Элис пытается объяснить Джеку произошедшее, но Джек отмахивается от нее, объясняя, что Маргарет просто упала, когда мыла окна, и что она в полном порядке и восстанавливается в больнице вместе со своим мужем, который был вынужден покинуть проект Победа, чтобы ухаживать за ней. Эту версию подтверждает и городской врач доктор Коллинз, который утверждает, что лечил Маргарет и пытается дать Элис те же лекарства по рецепту. Позже Элис взламывает портфель доктора Коллинза и находит сильно отредактированную медкарту Маргарет, которую она в расстройстве сжигает. Элис становится все более параноидальной и растерянной, и ей кажется, что Фрэнк следит за каждым ее шагом. Во время специального мероприятия Победы, над которым Фрэнк награждает Джека специальным повышением, у Элис случается срыв в ванной, и ее утешает Банни. Элис пытается объяснить все Банни, но Банни реагирует гневно, обвиняя Элис в эгоизме и попытке разрушить все для всех, указывая, что она говорит прямо как Маргарет. Некоторое время спустя Элис и Джек приглашают всех соседей на ужин, причем Фрэнк и Шелли особые гости. Фрэнк беседует наедине с Элис на кухне, намекая, что она права в своих подозрениях, и признавая, что он ждал, когда кто-то вроде нее бросит ему вызов. Подстегнутая признанием Фрэнка, Элис пытается разоблачить его и несоответствие в победе за ужином. Вместо этого Фрэнк освещает ее газовым фонариком, в результате чего она предстает перед другими гостями в бредовом свете. После этого Элис умоляет Джека забрать их обоих из компании Победы. Джек сначала соглашается, но когда Элис садится в машину, он позволяет людям Фрэнка увезти ее. После доктор Коллинз заставляет Элис пройти курс электрошоковой терапии. Во время процедуры Элис видит видение себя в другой жизни в роли современного хирурга Элис Уоррен, которая живет с безработным Джеком и с трудом сводит концы с концами. После Элис возвращается в Победу, очевидно излечившись от своей истерии, и воссоединяется с Джеком и Банни. Однако, когда Элис возвращается к нормальной жизни, у него продолжаются галлюцинации и воспоминания. Позже Элис вспоминает всю правду, что Победа – это симулированный мир, созданный Фрэнком, и что Джек похитил ее и заставил войти в симуляцию в надежде, что они смогут вести идеальную жизнь вместе. Когда Джек понимает, что она знает правду, он заявляет, что сделал это ради нее, так как она была несчастна в своей настоящей жизни. Но Элис разгневана тем, что Джек лишил ее самостоятельности. После Джек обнимает Элис, умоляя простить его, но начинает раздавливать ее, и Элис в целях самообороны убивает его стеклянным тумблером.
убивает Джека и в реальном мире. Фрэнк узнает о смерти Джека и посылает своих людей схватить ее. Алису с телом Джека находит Банни, которая объясняет, что все это время знала, что победа – это симуляция, но решила остаться, чтобы быть с своими детьми, которые умерли в реальной жизни. Банни говорит Алисе бежать в штаб Победы, которая является порталом выхода из симуляции, и удерживает Билла, когда тот пытается напасть на Алису за убийство Джека. Другие жены постепенно тоже начинают осознавать правду, а их мужья начинают паниковать. Элис угоняет машину Джека и едет в сторону штаб-квартиры Победа, преследуемая доктором Коллинзом и людьми Фрэнка. Она обманом заставляет доктора Коллинза убить себя и еще нескольких человек в автокатастрофе. В их доме Шелли закалывает Фрэнка до смерти, заявляя, что теперь и ее очередь. Элис добирается до штаба Победы, где сталкивается с видением Джека, который просит ее снова остаться. Она игнорирует видение и бросается к окну, как раз перед тем, как ее настигают люди Фрэнка. В финале фильма, за черным экраном, мы слышим звук задыхающейся Элис, означающий, что она все-таки сбежала. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваши мысли в комментарии и подпишитесь на мой канал. Посмотрите также эти видео, и я желаю вам хорошего дня.